Друзья, всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Я Айман Ескараева, юрист в Дубае, и в данном видео я расскажу о том, какие виды резидентской визы существуют для получения права постоянного проживания на территории Эмиратов. Данное видео будет интересно всем тем, кто хотел бы в будущем рассмотреть возможность постоянного проживания на территории Эмиратов, какие виды существуют для получения резидент-визы и какие особенности, права, преимущества, а также риски при получении визы резидент той или иной категории. Друзья, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на меня в социальных сетях и пишите комментарии к данному видео. Мне будет интересно получить ваши вопросы, обратную связь и в дальнейшем улучшать свою работу. Итак, существует несколько способов получить резидент-визу. Что такое резидент-виза? Отличается она от туристической визы тем, что дает определенные права, преимущества и имеет особый режим, статус для тех, кто имеет соответствующую визу. Визы бывают рабочие, если вас пригласили на работу на территории Эмират по приглашению и, соответственно, ваш работодатель открывает на вас визу. Либо рабочая виза бывает в отношении тех, кто приезжает вместе с семьей, соответственно, на визе своего супруга, супруги остается с детьми. Либо эта виза бывает виза инвестора, который получает визу, инвестируя в недвижимость, либо инвестируя в создание определенного бизнеса на территории Эмират. Соответственно, бывают визы студенческие, а также иные другие визы, о которых я скажу позже, но которые не так распространены, в отличие от вышеуказанных виз. Итак, что дает резидент-виза для экспатов на территории Эмират? Это первое, право постоянного проживания на территории Эмират. Второе, это право долгосрочной аренды недвижимости. Третье – это право открыть банковские счета. Четвертое – это право на получение водительских прав на территории Эмират. Это право нанимать домашний персонал, и это право привести свою семью, в том числе оформить медицинскую страховку. К членам семьи относятся родители, дети, супруг, супруга. Хотелось бы отдельно отметить, для того, чтобы не было заблуждений относительно статуса резидента, по тем вопросам, которые на самом деле не являются исключительной прерогативой резидентов. То есть туристы в том числе могут заниматься определенными видами деятельности или иметь определенные права, которые также доступны и резидентам. В отношении туристов, которые также имеют право, как и резиденты, оставлять завещание. То есть на территории Эмирата вы можете оформить завещание, если у вас имеется недвижимость. И, кстати, это право тоже есть у не только резидентов. Любой может приобретать недвижимость на территории Эмиратов. И, соответственно, также есть право защищать свои права и преследовать по уголовному законодательству ваших обидчиков, то есть открывать кейсы в полиции или в суде. Также есть право у туристов и у всех гостей Эмиратов оформлять доверенность на территории Эмиратов, заключать договоры с теми, кто проживает либо работает на территории Эмиратов в компании. Также туристы или, в принципе, не находясь на территории Эмират, можно сдавать свою квартиру в аренду, быть обладателем недвижимости, сдавать ее в аренду и даже получать деньги наличными через банковские чеки, выписанные на ваше имя. Но по банковским чекам есть, конечно, небольшая особенность, что вы должны их выписывать на ваше имя без обналичивания на счет. Это другой вид чека, и это важно иметь в виду. Также можно создавать бизнес, и для этого не обязательно быть резидентом, но опять же существуют отдельные особенности, которые нужно проконсультироваться по отдельным видам. По каждому виду резидент-визы почти существует свой отдельный подзаконный акт, который регламентирует те или иные особенности конкретной данной резидент-визы. Также важным следует отметить, что туристы также могут водить автомобиль на территории Эмиратов, брать его в аренду. Для этого необходимо иметь права международного образца. Также вы можете оформить на себя интернет, купить карточку и телефонный номер
В этом плане, конечно, для резидентов существует возможность оформить более выгодные тарифы, но, однако, туристы также могут пользоваться теми или иными благами, которые дает пребывание на территории Эмиратов. Это были основные особенности, именно отличие турист-визы и резидент-визы, а также, если у вас есть какие-либо дополнения, будет интересно другим всем, кто смотрит данное видео, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Также существуют резидент-визы, которые дарят в порядке поощрения тем, кто обладает уникальными талантами, либо проявил себя в своей деятельности, в своей области и внес значительный вклад в развитие, может быть, государственного какого-либо сектора экономики. Либо это ученые, либо это доктора, либо это люди, которые тем или иным образом должны быть, по мнению государства, поощряться для того, чтобы привлекать уникальных специалистов, талантливых людей, артистов и спортсменов. Также существуют те или иные разновидности, которые дают право временного или постоянного пребывания на территории Эмиратов. В данный момент я говорю, например, о визе разведенной женщины, которая имеет право год после развода находиться на визе, далее мужа. Также это виза тех, кто является мамой ребенка, который является гражданином Эмирата. Она также имеет право получить визу от своего ребенка, как спонсором является ее тогда в этом случае ее ребенок. Либо это визы пенсионеров, которые сейчас активно промотятся, активно развиваются различные области для привлечения инвестиций, для привлечения и привлекательности этой страны. Но это необходимо в отдельном каждом случае также консультироваться, потому что я в данном видео не буду останавливаться на тех особенностях, которые дает такая резидент-виза. Итак, самая первая и основная виза, которая, наверное, у большинства пребывающих здесь на территории экспатов имеется, это резидент-виза, которая дана по праву трудоустройства. То есть, если вы устраиваетесь на работу, соответственно, работодатель вам оформляет рабочую визу, оформляет вам медицинскую страховку, и, как правило, в этом случае ваше участие минимальное. Достаточно отдать свои паспорты и документы, это диплом легализованный, для того, чтобы ПРО, как правило, в компании, или это работник отдела кадров, или отдельный специалист, на вас оформляет эту визу. Оформление визы занимает не очень большой период, у работодателя есть квота на то, чтобы он оформил визы тем или иным работникам. Если углубляться в дальнейшем, то и даже у работодателя есть квоты на привлечение тех или иных видов персонала по делению административный это штат или это штат менеджеров. И то есть это вся градация деления, это уже интересно будет для тех, кто сам создает крупный бизнес на территории Эмирата. Это поэтому нанимают отдельного специалиста, потому что это на самом деле отдельная работа и соблюдение всех необходимых регламентов по получению визы для своих работников. В отношении самого работника, то его роль достаточно-таки пассивная. Единственный важный риск, который хотелось бы отметить, который является, действительно имеет место быть и существенный, это если ваша компания не соблюдает какие-либо нормативы, регламенты, она не может продлить квоту, либо не может получить на вас квоту. Вот в этом случае как бы работник застревает в таком положении, что на него не получают визу. Эти риски есть, но они редкие, слава богу, что большинство компаний легко и достаточно гладко проводит процедуру регистрации визы на вас. В отношении визы следующий резидент визы, которая дается инвесторам в бизнес. То есть, если вы планируете создавать бизнес на территории Эмират, причем это сделать, вы знаете, довольно-таки легко, и это довольно широко распространенная практика, когда люди даже получают и открывают компанию только для того, чтобы иметь право постоянного проживания на территории Эмират, право ведения даже не обязательно бизнеса, но привести свою семью, открывать банковские счета и легально находиться на территории Эмират. То есть минимальная сумма открытия компании, как правило, озвучивается в пределах 12-14 тысяч дирхам.
Но надо полагать и понимать, что зачастую вам не акцентируют внимание на том, что отдельно оплата за оформление резидент-визы на вас, на вашу семью занимает значительную часть бюджета, которая практически равносильна самой покупке лицензии. То есть в любом случае надо рассчитывать на то, что, возможно, вам потребуется внести залог за тех, кого вы спонсируете, возможно, даже на работников вам нужно внести залог, если эта компания даже имеет работников, в будущем квоты на работников. И все эти нюансы вам необходимо проконсультироваться отдельно, либо самим вникать, потому что в отношении визы инвесторов, тех, кто вносит определенные инвестиции для того, чтобы развивать свой бизнес, существует ряд требований, которые, к сожалению, надо понимать, что незнание закона не освобождает от ответственности. Это самый основной риск тех, кто вкладывает путем инвестирования в бизнес. То есть, если мы по налогам можем сказать примерно, что 50 тысяч долларов это не обязательно, но рекомендация, если ваш оборот в 50 тысяч долларов в год, то это рекомендация зарегистрироваться в системе и как плательщик НДС. И если у вас примерно 100 тысяч долларов, грубо я сейчас говорю, оборот, то это обязательная регистрация на НДС. То есть в этом случае очень часто бывает, что люди, не зная, могут получить там какую-нибудь сделку провести разовую, может быть, бездействуя на протяжении 1 года, и разово провести какую-то операцию на эту сумму, и сразу же они подпадают под плательщики НДС, под эти критерии. Этот момент необходимо знать. Также люди не знают определенные там законодательства по регулированию экономического присутствия на территории Эмират. Есть такая норма. Это в отношении тех, кто должен отдавать отчетность. В обязательном порядке отдельные виды деятельности — это страховые, банковские, холдинговые. Эти все нюансы необходимо консультироваться соответствующим образом отдельно по каждому виду деятельности, и существуют свои требования для того, чтобы вы давали эту отчетность. В отношении визы инвестора, тех, кто инвестирует в бизнес, также хочется дать понимание того, что даже на работников вы несете ответственность до тех пор, пока он не перешел на другую компанию, не сменил свою рабочую визу, либо не покинул пределы территории Эмират, и, соответственно, об этом тоже надо помнить, поэтому и есть специальные люди, PRO или специалисты, которые этими вопросами занимаются в крупных компаниях. На территории Эмират существует огромное количество фри-зон, огромное количество возможностей для того, чтобы создать компанию, поэтому в каждом отдельном случае нужно консультироваться, понимать, возможно, даже самому научиться разбираться и рассмотреть все возможные фри-зоны. Основным риском здесь отметить хотелось бы, и это на практике очень часто бывает, когда люди, не зная или доверяя мнению одного консультанта, который, в принципе, довольно уверенно может вас неправильно информировать о том, что да, вам можно осуществлять эту деятельность и так далее. То есть, если ваша лицензия не соответствует деятельности, которую вы собираетесь в будущем осуществлять, то это наказуемо, и за это серьезная уголовная ответственность, если вы будете делать без соответствующих разрешительных документов ту или иную деятельность. Это большие штрафы. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, что здесь необходимо четко с самого начала определиться с видом деятельности. И если вам интересно по созданию компании, на какие вопросы необходимо обратить внимание, то я оставлю в описании к этому видео ссылку на видео, в котором я рассказываю о том, на какие вопросы необходимо обратить внимание при создании бизнеса на территории Эмират. Следующая, основная, одна из привлекательных особенностей ведения именно жизнедеятельности на территории Эмират — это возможность, которая используется для инвестирования в недвижимость и получения в последующем резидент-визы. То есть это виза инвестора в недвижимость. Для тех, кто покупает недвижимость на территории Эмират на сумму от 1 миллиона
дирхам, есть возможность получить визу инвестора в недвижимость. То есть эта виза резидент дает право, соответственно, все то, что относится и к рабочей визе, и к визе бизнесмена. То есть эти визы довольно-таки легко приобрести для тех, кто инвестирует от 1 миллиона и выше. По этой визе также имеются особенности, когда если вы инвестируете на сумму от 5 миллионов дирхам и выше, и еще более, там, соответственно, чуть больше сроки вам даются, и виза непосредственно инвестору, который покупает недвижимость, дается на 3 года. Он также имеет право привести свою семью. И здесь есть особенности, о которых хотелось бы обязательно подробнее рассказать. Это первое, то, что недвижимость должна быть выкуплена в полном объеме. Если вы оформили ипотеку, то как минимум 50% вы должны будете выплатить по ипотеке. Также эта возможность дается только тем, кто покупает уже готовую недвижимость. Это не те, кто инвестирует в строящиеся объекты, или это не может быть даром. То есть если вы получили недвижимость от 1 миллиона дирхам и более в подарок, то вы не можете воспользоваться правом и получить резидент-визу по данной категории. Процедура по получению визы инвестора, опять же таки, довольно легкая и простая. Единственное, вам нужно будет пройти соответствующую проверку в органах CID, и также купить на себя медицинскую страховку и соблюсти все те требования по земельному законодательству. И, соответственно, далее вы можете пользоваться всеми правами и обязательствами, которые дает резидент-виза. Также в отношении визы инвестора в недвижимость хотелось бы отметить, что если у вас несколько видов недвижимости на общую сумму 1 миллион и более дирхам, то вы не можете воспользоваться, опять же, этим правом. То есть одна недвижимость должна стоить 1 миллион дирхам. Либо если вы совместно с кем-либо владеете недвижимостью, и эта недвижимость не превышает 2 миллиона дирхам, то вы уже не можете претендовать. То есть здесь из расчета, что 1 миллион дирхам это на одного человека. То есть если 1,5 миллиона дирхам стоит ваша недвижимость, то вы не можете оформить еще на кого-либо. То есть для того, чтобы совместно владельцы могли получить визу инвестора в недвижимость, они должны, соответственно, пропорционально этой сумме иметь доли в этой недвижимости. Друзья, это была основная информация по резидент-визам, по типам, по преимуществам. Я надеюсь, что информация была полезной. Если остались какие-либо вопросы, задавайте в частном порядке. Я буду рада ответить на все ваши вопросы. Ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях свои вопросы. С вами была Айман Ескараева. Спасибо за внимание.